вас есть дом, семья, близкие вам люди. Вы можете жить там, где хотите. Уехать в лучшие места или остаться на земле, где жили ваши предки. Если этой ночью вы уснете в теплом доме, укутаясь мягким одеялом, называйте себя счастливым. Сегодня вы узнаете, как 77 лет назад одной подписью 500 000 человек были лишены всего, что у них было. Выселение на 2500 километров от дома, сжигание документов и любого упоминания о вашей нации. На земле вашего отца и деда хозяйничают чужие люди. Все, вас больше нет, только потому, что вы чеченец или ингуш. По сей день в российском обществе наиболее известным объяснением данного акта геноцида считается, что ингуши и чеченцы были изменниками и хлебом-солью встречали немецких оккупантов в годы Великой Отечественной. Но сначала немного сведений для тех, кто вообще ничего об этом не слышал. В связи с тем, что в период Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в отряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами в тылы Красной Армии, создавали по указке немцев вооруженные банды для борьбы против советской власти, а также учитывая, что многие чеченцы и ингуши на протяжении ряда лет участвовали в вооруженных выступлениях против советской власти и в течение продолжительного времени, будучи не заняты честным трудом, совершают бандитские налеты на колхозы соседних областей, грабят и убивают советских людей. Президиум Верховного Совета СССР постановляет всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чечено-Ингушской ССР, а также в прилегающих к ней районах, переселить в другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую ССР ликвидировать. Такой была позиция советской власти относительно данного события. И хотя в 1989 году само выселение и все действия, связанные с ним, были названы незаконными, а также политикой клеветы, геноцида и насилия, у многих людей даже сегодня бытует ошибочное мнение, что депортация была вынужденным актом. Давайте взглянем, насколько обоснованными являются такие заявления. Чаще остального, конечно же, звучат обвинения в госизмене и пособничестве нацистам в годы войны. Бытует уйма легенд о том, как жители Чечено-Ингушской автономной республики чуть ли не с цветами встречали немцев и оказывали им всяческое содействие. Но достаточно ознакомиться с положением дел в самые удачные для наступавших дни, как становится ясно. Немцы по факту даже не дошли до этих мест. Из наиболее значимого достижения можно назвать бои за Малгобек, где наступление было остановлено, а в течение полугода немцы окончательно были выбиты. То есть из всей Чечено-Ингушетии под оккупацией находилось максимум несколько поселков. Потому какие-либо легенды о том, как местные были счастливы наступлению оккупантов, не имеют под собой ни малейшей основы. Люди-то и немцев толком увидеть не успели. Еще одно объяснение, что часто можно услышать, это возможное нападение Турции на Советский Союз. Якобы в таком случае кавказцы заняли бы позицию нападавших, но и здесь не наблюдается никакая логика, ибо если такой мотив имеет хоть какой-то смысл с тюркоязычными нациями, такие как азербайджанцы, кумыки, карачаевцы и балкарцы, то чеченцы и ингуши имеют мало что общего с турками. Единственное, что их объединяло, это ислам. Но в таком случае нужно было выселить большую часть Кавказа и Поволжья, чего сделано не было. Ведь даже соседних мусульман из Дагестана эта беда не коснулась, потому дело было не в этом. Какие еще есть обвинения? Возможно, ингуши и чеченцы шли воевать на стороне немцев? Допустим. Даже если и бывали единичные случаи, может ли это быть основанием для выселения 500 000 человек из своих домов в качестве наказания? Напомню, что в Эстонии, Латвии и Литве Советский Союз действительно считался оккупантом большинством населения, и наступление немцев выглядело для них как освобождение. Но после войны никто не выселял все эти народы, в отличие от ингушей и чеченцев. А абсолютным чемпионом в количественном соотношении к остальным коллаборационистам были сами русские.
От 120 тысяч под командованием известного Власова до полумиллиона солдат в совокупности во всех соединениях. Сейчас можно называть любые числа, но так или иначе это будет больше, чем у остальных. Но опять-таки, никого из российских областей не выселяли в наказание за измену отчизны. Да и если уж быть честным, большинство советских людей, воевавших в составе немецких частей, пошли туда не от большой любви к нацистам, а из-за ненависти к коммунистической политике. Что ж, получается, что ингуши и чеченцы не особо-то выделялись на фоне остальных своими взглядами, но изменниками почему-то стали только они. И это учитывая тот факт, что в войне хоть не так много солдат было из Чечено-Ингушетии, все же хватает героев Советского Союза. Хансултан Дачиев, Абухаджи Идрисов, Ирбайхан Байбулатов, а Ханпаша Нурадилов вообще считался одним из лучших пулеметчиков. Хотя есть один факт, очень беспокоивший советскую власть. После коллективизации и создания колхозов большинство жителей сел в Советском Союзе возмутились данной политикой, но на Кавказе недовольство было особо заметным. Добавьте к этому давление на духовенство, политику атеизма, ссылки в ГУЛАГ, и вы получите конфликт. Но если большинство людей соглашалось с положением дел, то были и такие, кто пытался изменить ситуацию силой. Такие мужчины уходили в горы и там уже объединяясь между собой осуществляли нападения на чиновников или военных. Это не был бандитизм в чистом виде, а только точечные акции, и касались они в основном тех, кто был замечен в недостойном поведении в отношении местных жителей. Но тогда они все назывались шайкой бандитов и антисоветскими элементами. С началом войны для них появилось новое название – пособники оккупантов. И потому, как мы узнали выше, ни на военных, ни на обычных людей не получалось повесить клеймо изменников. Вот тут очень кстати оказались действия местных Робин Гудов. Можно вспомнить о так называемой национал-социалистической партии кавказских братьев под командованием Хасана Исраилова. В советские годы считалось, что он служил немцам и готовил многотысячное антисоветское восстание в Чечено-Ингушетии. Но как после оказалось, ни тысяч ее участников, ни каких-либо следов к подготовке мятежа не было найдено. Сейчас вообще ставится под сомнение ее существование, так как это больше похоже на выдумку НКВД, чем на возможный факт. Ну и самое главное – тест на логику. Неугодных и неблагонадежных чеченцев и ингушей, что хлебом-солью должны были встретить оккупантов, выселили из своих домов не накануне немецкого наступления, не по ходу боев за Малгобек, и даже не после деоккупации всего Кавказа, а лишь когда уже освободили Киев и Гомель. Немецкие войска отступали повсюду, где только можно, а победа в войне стала очевидной. Какой смысл было оставлять ненадежных людей, как их тогда называли, в момент, когда немцы были на подступах к Малгобеку, и выселять тогда, когда война уже шла в 1000 километров от Кавказа? Это не поддается никакому объяснению. Достаточно много сейчас можно услышать и о том, что само по себе выселение было довольно гуманным, и в целом ничего такого не случилось, чтобы сейчас об этом вспоминать. Но по самым оптимистическим подсчетам, следствием данной акции стала гибель каждого 5-го ингуша и чеченца. Много ли это? В годы Великой Отечественной войны Советский Союз лишился меньшего числа жизней в процентном соотношении, но тем не менее каждый год все с ужасом вспоминают о количестве погибших, а об этом выселении знают и помнят только те, с кем это случилось. Конечно же, есть подсчеты, где данное число значительно выше и доходит до 30% от общего количества населения. Но в любом случае достаточно сопоставить численность чеченцев и ингушей по состоянию на 1939 и 1959 годы, чтобы заметить, насколько сильным было влияние этого выселения. Буквально 20 лет жизни у этих наций были отняты вследствие гибели десятков тысяч человек. Напоминаю, что Чечено-Ингушская ССР не находилась в оккупации, а значит влияние последствий войны было минимальным. И еще. Количество детей на семью у ингушей и чеченцев
было одним из самых высоких показателей во всем Союзе, что, возможно, и позволило после выселения хотя бы выйти на показатель 20-летней давности. Ну а сейчас немного о том, насколько гуманной была операция под кодовым названием «Чечевица». Началось все с демобилизации чеченцев и ингушей. Вместе с тем в саму Чечено-Ингушскую автономную республику вводят войска. Позже ее ликвидируют, а часть земель поделят между Дагестаном, Осетией и Грузией. Вместо нее появится Грозненская область, а о любом упоминании существовавших здесь Чечни и Ингушетии будут тщательно замалчивать. Взамен высланному автохтонному населению сюда заселяют в основном славян, а также соседних осетин и жителей Дагестана. Все чеченские и ингушские названия меняют на осетинские или русские, сжигаются книги на местных языках, сносят вековые башни, основное достояние местных. Кладбища, мечети – все подвергается вандализму, вплоть до того, что надгробные камни используют как фундамент для возведения зданий, а опустевшие дома становятся мишенью для грабителей. Очень часто это было не только с молчаливого позволения советской власти, а даже с ее активным участием. Довольно показательным было установление в Грозном памятника Ермолову, тому самому, кто был основным идейным вдохновителем и участником военных экспедиций в Чечню в годы Кавказской войны. Под его бюстом была высечена следующая цитата: «Народа сего под солнцем нет подлее и коварней». Ермолов о чеченцах. Основная ценность этой земли – люди – испытали на себе все тяготы и гуманность советского диктата. В попыхах жителей свозили в пункты назначения, после чего загоняли в вагоны так называемой теплушки. Их использовали в основном для доставки военных и лошадей, но в случае выселения в большинстве из них не было ни полок, ни каких-либо удобств. Помимо этого, в вагоне, куда обычно вмещалось около 30 человек, для экономии места помещали от 50 до сотни людей. Тысячи из них погибнут в пути, даже не доехав до последней станции. Но стоит упомянуть, что не всех удавалось выслать. НКВД столкнулось с неудобствами, когда дело дошло до горных аулов. Суть в том, что там не было доступных путей сообщения, особенности местности часто не позволяли подняться туда автоколонной и вывести людей. И если в долине с этим не было сложностей, то на высоте у военных появилась дилемма. Оставить местных было нельзя, так как выселению подлежали все до одного. Но вот как спустить жителей вниз? Допустим, молодые могли идти пешком, но что делать с пожилыми, инвалидами или детьми? Большинство российских историков сходятся во мнении, что все-таки всех удалось благополучно доставить вниз. Но вот чеченцы и ингуши абсолютно не согласны с такой позицией и считают, что жителей, не способных осилить этот спуск, убивали на месте. Наиболее известным эпизодом считается массовое убийство людей в ауле Хайбах. Хотя российские исследователи называют это событие фальсификацией, по данным чеченцев НКВД загнали до 700 человек в сарай и подожгли. Всех, кто пытался спастись, настигали пули военных, оцепивших здание. Большинство погибших составляли женщины, дети и немощные люди, не способные к транспортировке на дальние дистанции. По сведениям Дзияудина Мальсагова, ответственность за содеянное лежит на комиссаре госбезопасности Михаиле Гвишиане. Существуют сведения о подобных случаях, но в меньших масштабах и в соседних чеченских аулах, и в нынешней Ингушетии. Поводом для того, чтобы сейчас все это называлось фальсификацией, является то, что после себя НКВД тщательно зачищали следы злодеяний, а чеченцы и ингуши начнут появляться в этих местах лишь спустя 15-20 лет. Полноценно упоминать о подобных актах геноцида стало возможным только в 90-х, ведь в советскую эпоху существовало табу на освещение темы депортаций.
По ходу выселения нескольким тысячам людей удалось избежать поимки и затаиться в горах. Часть из них по факту стали вести партизанскую деятельность, иные ушли в соседнюю Грузинскую республику. Тех, кто оставался на землях бывшей Чечено-Ингушетии, в течение нескольких лет поймали и выслали ко всем остальным. Но были и исключения. Как, допустим, Хасуха Магомадов. Ему удавалось оставаться вне закона до 1976 года. К моменту, как на него вышло КГБ, Магомадову уже было почти 70 лет. В течение последующего десятилетия после выселения ингушей и чеченцев, коммунисты делали все, чтобы исчезла даже память о тех, кто здесь жил. Помимо ужасающего числа погибших в ходе выселения, условия на месте были не особо лучше. Чеченцев и ингушей доставили в Казахстан и Киргизию, а там по сути оставили выживать. Условия для жизни должны были себе обеспечить сами выселенные, иначе их ждал голод. Помощь оказывалась в основном только на бумаге. Напомню, что еще шла война, и Советскому Союзу было банально не до них. Только спустя несколько лет после победы начали вспоминать о том, что почти 500 000 людей находятся без должного медицинского, финансового обеспечения. Нехватка жилья и еды ощущалась особенно болезненно. Довольно часто можно было наблюдать, как членов одной семьи могли выслать даже не в одну область, после чего воссоединение близких становилось невозможным, потому что спецконтингенту не позволялось покидать место дислокации. Если кто-то хотел увидеться с близкими и поехать в соседнюю область, это могло считаться побегом с последующим осуждением до 20 лет заключения. Судьба ингушей и чеченцев осложнялась еще тем, что Казахстан был местом ссылки не только так называемых неблагонадежных наций, а и заключенных. Последние, видя в каком положении находились кавказцы, часто позволяли себе издевательства над ними, что выливалось в конфликты на этнической почве. В отличие от осужденных, местные казахи с большим пониманием относились к чеченцам и ингушам и оказывали помощь, даже учитывая тот факт, что и сами казахи жили не намного лучше. Вместе с тем начинаются попытки доказать свою невиновность. Исаак Адзоев описывает все, что выпало на долю выселенных. Это ляжет в основу известного казахстанского дневника, позволяющего детально ознакомиться с положением ингушей и чеченцев в те годы. За эти записи и в целом за свою позицию позже его вместе с поэтом Али Хашагульговым вышлют в колонию. В 1952 году на Западе писатель Абдурахман Авторханов выдает книгу «Убийство чечено-ингушского народа», где также поднимает тему выселения. Это позволяет узнать об этом событии не только советским обывателям, но и за границей. Настоящая оттепель начинается только после смерти Сталина. В 1956 году создается комиссия по восстановлению Чечено-Ингушетии. Ее возглавлял Анастас Микоян. Забавным является тот факт, что Микоян всегда соглашался со Сталиным, восхвалял политику Ежова, но когда высшие чины задумали выселение ингушей и чеченцев, то он высказал опасения ухудшения имиджа Советского Союза из-за депортаций, хотя в целом был согласен, что она необходима. В 1957 году Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика была восстановлена, но с изменениями. За ней оставались Наурские и Шелковские районы, а вот пригородный район остался в составе Осетии. В будущем это станет бомбой замедленного действия, так как по сей день эти земли не были отданы ингушам. По факту восстановления Чечено-Ингушетии земли Чечни увеличились за счет Ставрополья, а вот ингушские земли стали меньше, и это выливается в осетино-ингушский конфликт. Дополнительно его усилила политика соседей Чечено-Ингушетии. В Ауховском районе Дагестана, что потом был назван Новолакским, откуда также были вывезены чеченцы, заселяли других людей, и когда хозяева стали возвращаться на свои земли, местные власти делали все возможное, чтобы этого не случилось. Чеченцам позволяли жить в соседних районах, но не в том, где они жили до депортации. По сей день это выливается в межэтнические конфликты. Но если в Дагестане позволяли хотя бы купить дома возле Ауховского района, то в Осетии сделали все, чтобы ингуши вообще не смогли там жить. Буквально нигде.
издается специальное постановление председателя Совета министров Осетии Зангиева, где довольно понятно излагается мысль не позволить ингушам появиться не только в своих бывших домах, а и вообще в Осетии. Те же земли, что осетины вынуждены были освободить, испытали на себе вандализм и уничтожение. По свидетельствам ингушей, почти все, что можно было снести или уничтожить, было снесено или уничтожено. В Южной Ингушетии, где находилось больше всего вековых башен, памятников и кладбищ, в годы выселения жили грузины. Как только те узнали, что Чечено-Ингушетию восстановят, без каких-либо осложнений грузины освободили землю и оставили все, что у них было, включая скот и запасы пищи, чтобы ингуши снова не испытали голод. В отличие от остальной части Ингушетии, жившие здесь люди ухаживали за могилами и пытались спасти ингушское наследие. Больше об этом вы можете узнать из видео на моем канале об ингушах и грузинах. Я помню, что, может быть, не надо об этом говорить, осетины очень плохо встретили ингушей. Они их не только не пускали в свои дома, они их даже в районы не пускали, пригородный район, откуда их выселяли. Они их не пускали в пригородный район, не прописывали, детям учиться не давали. Половина Ингушетии, которые принадлежат земле, все это осетины заняли. И живут сегодня. Мать сказал, поедем, говорит, посмотрим кладбище наши. Там отец, все наши кладбища. Ингуши там живут, тарские. А наши кладбища, которые находятся. В Тарском? Эти надгробные камни? Надгробный камень. Всех забрали. И расстелили, использовали как строительный материал. Свиньи, это полы. Фермы строили. Ради Из так делали? надгробных камней. О, Сожалею, потому что в Гамурзиево жили не грузины. И жили там осетины. И уезжая они, все, что ломать могли, ломали. То, что вырубить могли, сады вырубили. Насколько я знаю, по рассказам стариков, вот особенно вот у меня родственники мужичи, алкуня, вот по их рассказам, те грузины, что жили там, в основном это были хепсуры, по-моему, они ингушей встретили очень хорошо, говорили, что это их земли, что им предложили там жить, и что они поддерживали жилища ингушей в нормальном состоянии для того, чтобы рано или поздно передать их настоящим хозяевам. И насколько по рассказам стариков я знаю, они действительно в хорошем состоянии содержали эти дома и спокойно, без всяких конфликтов, освобождали дома и уезжали к себе домой. грузины все освободили ингушские земля, ингушские дома. Все. Они обрадовались, что вас, говорит, выселили неправильно, вас вернули, мы рад, ваши дома, говорит, все грузины, говорит, освободят и вернитесь. Что же касается восстановления Чечено-Ингушетии, то это было сделано так же необдуманно, как и само выселение.
Когда десятки тысяч людей появились на своей земле, то оказалось, что в их домах уже как 15 лет живут новые хозяева, и их тоже некуда девать. Как следствие, появляются межэтнические конфликты. Чеченцы и ингуши желали поселиться в собственные дома, а те, кто там жил, считал себя уже полноценным владельцем собственности. Начался хаос. Местные чиновники вымогали взятки у выселенных за бумажку, позволявшую поселиться. Чеченцы и ингуши часто вынуждены были покупать свои же дома у новых хозяев, а люди, жившие тут более 15 лет, не понимали, что им делать в этой ситуации. В 1958 году взаимная ненависть достигает своего пика. Нужен был лишь повод, чтобы все вспыхнуло. Летом этот повод был найден. В ходе потасовки между русскими и чеченцами от ножевых ранений погибает человек. И хотя убийца был схвачен милицией, волна ненависти уже охватила всех. Повсюду можно было услышать античеченские лозунги. Молодежь хотела еще одного выселения чеченцев и ингушей в Казахстан. Якобы для них уже здесь нет места. Но кавказцы хотели жить на своей земле, и потому в целом за 10 лет почти все вернулись. Хотя много славян покинули Чечено-Ингушетию, большинство все же осталось. 14 ноября 1989 года была принята Декларация Верховного Совета СССР о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав. 26 апреля 1991 года был принят закон РСФСР о реабилитации репрессированных народов, который признал депортацию народов политикой клеветы и геноцида. Помимо всего прочего, закон признавал право репрессированных народов на восстановление территориальной целостности. 26 февраля 2004 года Европейский парламент признал факт депортации чеченцев и ингушей актом геноцида. Но помимо всего, что вы услышали в этом видео, есть еще несколько последствий данного выселения, влияющие на нашу жизнь сегодня. Бывший Ауховский район по сей день является точкой конфликта, хотя он не заметен постоянно, но иногда дает о себе знать. В 1964 году в Хасавюрте имел место конфликт между дагестанцами и чеченцами. Подобное мы могли наблюдать и в 2007 и 2017 годах. Дагестанцы живут на этих землях и не желают что-либо менять, а чеченцы хотят восстановления Ауховского района в составе Дагестана. Еще один конфликт – осетино-ингушский. Он также является следствием необдуманной политики в ходе выселения. Ингуши хотят восстановления пригородного района в составе Ингушетии. И если до 1991 года это желание основывалось на логике и совести, то после публикации закона о восстановлении положения дел на момент выселения их ожидания стали вполне законны. Но даже с учетом этого постановления, с 90-х годов ситуация не сдвинулась с места. В 1992 году имели место боевые действия, в ходе которых ингушское население было вынуждено покинуть эти земли. И хоть позже часть беженцев смогла попасть в свои дома, конфликт все так же является актуальным. Также и всем известная война 90-х годов в Чечне, массовый отток славянского населения и столкновения на межэтнической почве являются ничем иным, как последствием заселения чеченских земель после депортации кавказцев. Тот конфликт, что удалось погасить в 1958 году, никуда не делся. Он витал в воздухе над Чечней и ждал своего момента. В 90-х обвиняли Ельцина, чеченских боевиков, помощь мусульман из Афганистана, западное влияние или еще кого-то. Но фундамент был заложен тогда, когда местных выгнали из своих домов, а вместо них заселили других. А когда те вернулись, им сказали, что для них больше нет места. В этом конфликте нет вины русских, чеченцев или ингушей. Всему виной бездумная политика в советских кабинетах. Очень хочется надеяться, что она действительно была бездумной и неумышленной.